Всем привет, это Медведь и компания. Я думаю, у каждого человека есть место на планете, которое ему особенно дорого. Я очень надеюсь, что у вас такое место есть. А для нас это озеро белой рыбы, Lac du Poisson Blanc. Именно здесь мы проводим инициацию наших самых молодых походников. Они здесь учатся в первый раз разводить костры, ставить палатки и приобщаются к нашей лесной жизни. Lac du Poisson Blanc находится в районе так называемых Лорентидов, около 100 километров на север от города Оттавы. На озере есть 55 островов, от очень маленьких, на которых можно поставить всего лишь одну палатку, до вполне приличных, больших. И мы по этим островам путешествуем из года в год, и нам это очень нравится. Ребята, я приглашаю вас на озеро Poisson Blanc, озеро белой рыбы. Да, бывает и так. Не успели мы отплыть от базы, как зарядил дождь, который продолжался весь день. Каноэ наполнились водой, и мы намокли сверху и подмокли снизу. Это было серьезное испытание для наших новичков. В тот день до места назначения мы добраться не смогли. Заночевали в пустующем охотничьем домике. Под утро дождь прекратился, и мы отправились дальше. Наш путь лежал до острова Ветреный. На официальной карте он называется по-другому. Мы предпочитаем давать нашим любимым островам свои названия. Через несколько часов мы прибыли на место. И здесь мы почувствовали себя как дома. На следующее утро нам некуда было спешить, и мы его начали с зарядки. А пока молодежь бегает, я расскажу вам в двух словах о Lac du Poisson Blanc. Название озера не случайно, в нем действительно полно белой рыбы, от окуня до белой озерной форели. Однажды мы даже ловили рыбу ночью на свет. Это выглядело так. Ну, Маш, не дергай, подожди, дай, что ты дергаешь? Yes! Озеро по канадским меркам совсем небольшое. Его протяженность всего около 25 километров. Его северная часть находится в ведении регионального парка Poisson Blanc. Здесь разбиты несколько десятков стоянок для кемпинга, каждая на своем отдельном острове. В разгар сезона такое место стоит до 130 канадских долларов за ночь. Поэтому мы предпочитаем южную часть озера, которая находится в свободном доступе. И, как я уже сказал, наш любимый остров Ветреный. Здесь наша компания заканчивает сейчас утреннюю зарядку. Как вы уже догадались, купание – одно из наших любимых развлечений. Кстати, обратите внимание, все мелкие в спасательных жилетах. Озеро глубокое, и лишняя мера предосторожности нам не помешает. Очень рекомендую. Помимо водных процедур в нашей программе много интересного. Обо всем не расскажешь. Мы изучаем морские и туристические узлы. Полезный навык в походах. Устраиваем гонки на каноэ. А это хороший способ сбросить лишнюю энергию. Стреляем из пневматики. Не по зверям, конечно, по консервным банкам. И устраиваем разнообразные игры. Да даже приготовление еды может быть увлекательным занятием, если к нему подойти творчески. Можно, конечно, ограничиться обычными макаронами по-флотски, которые получаются на костре просто изумительно. Но гораздо интереснее замесить дрожжевое тесто, дождаться, когда оно поднимется, а потом жарить на костре свой собственный хлеб. Ну да, немного горелый, но зато сделанный своими руками.
В предпоследний день нашего путешествия мы отправились на соседний остров для того, чтобы подняться на вершину горы, доминирующей над окрестностями, и посмотреть на озеро с высоты птичьего полета. Мы насладились замечательными видами и запустили в небо Жорика, который едва не стал жертвой хищных птиц, парящих над островом. Но все обошлось хорошо. Через несколько часов мы вернулись в лагерь и принялись за изготовление походной сауны. Походная сауна. Последняя ночь в походе считается королевской, и мы приготовили нашим мелким небольшой сюрприз. Для этого кое-кому из нас пришлось изрядно постараться. Okay. Шалость удалась. На этом наш небольшой поход заканчивается. За 7 дней, которые мы провели на озере Poisson-Blanc, мы посетили несколько островов, прошли около 30 километров на каноэ, испытали разные погодные условия и, несмотря на это, получили большое-большое удовольствие. Не сидите дома, поднимайтесь с диванов и отправляйтесь в леса, горы, долины, куда угодно. Вы получите незабываемые впечатления. И, конечно, присоединяйтесь к нам. С вами были Медведь и компания. До новых встреч! А я сразу после возвращения домой начну монтировать фильм про наши приключения на острове Ньюфаундленд. Подписывайтесь на наш канал, будет интересно.